Компания Nissan сертифицировала X-Trail нового поколения для китайского рынка. И модель предложит с 1,5-литровым турбомотором с переменной степенью сжатия, который заменит устаревший атмосферный агрегат на 2,5 литра. Вообще, кроссовер Nissan нового поколения дебютировал еще в прошлом году и пока продается только в Штатах, где он известен под именем Rogue. Глобальная же версия X-Trail пока задерживается, а первая информация о нем пришла из Китая. Здесь новый X-Trail сертифицирован совместным предприятием Dongfeng Nissan, который должен встать на конвейер до конца весны. Для нас эта новость интересна тем, что предыдущая китайская модель от глобальной в плане дизайна почти ничем не отличается. Так что следующий мировой X-Trail должен получить такую же внешность. Версию для Китая можно отличить от американского Rogue по оформлению бамперов, точнее по иным накладкам, и габаритам. Кроссовер на 2 см шире модели для США, а его колесная база не изменилась относительно предшественника и составляет 2706 мм. Ну а габаритная длина выросла на незаметные 6 мм. Зато в ширину кроссовер прибавил 20 мм. Как и в США, модель предложит с двухцветной окраской и панорамной крышей. Салон X-Trail еще не засвечен, но он едва ли будет отличаться от интерьера Rogue. Китайцам Nissan X-Trail предложат с новым бензиновым турбомотором 1,5 литра VC Turbo с изменяемой степенью сжатия. Он выдает 204 лошадиные силы и 300 ньютон-метров. Кроссовер будет доступен как с передним, так и с полным приводом. В Штатах у нового Rogue другой мотор. 184-сильный атмосферник 2,5 литра с непосредственным впрыском, который работает в паре с вариатором. Что же касается нового X-Trail для российского рынка, то у нас с большой долей вероятности модель предложит именно с атмосферным агрегатом объемом 2,5 литра. В списке оборудования X-Trail числится виртуальная приборка, мультимедийная система с парящим планшетом, проекционный дисплей, трехзонный климат-контроль и комплекс систем безопасности Safety Shield. Сроки появления в России пока не объявлены, но Nissan еще в сентябре 2020 года запатентовал изображение кроссовера Nissan X-Trail 4-го поколения. А в феврале 2021 года Национальная администрация безопасности дорожного движения США провела краш-тест нового Nissan Rogue, который провалил испытания на безопасность переднего пассажира. Специалисты поставили кроссоверу всего 2 балла. Но в суммарном зачете Nissan Rogue получил 4 звезды безопасности из 5 возможных. Как вам новый Nissan X-Trail? Напишите свое мнение в комментариях. Также не забывайте подписываться на канал, нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео и быть в курсе последних событий автоиндустрии.